В этом фрагменте я вам покажу, как сделать убавку с наклоном вправо. Я вам раньше уже показывала для реглана, как она делается, но этот метод специально для капюшона. У нас по описанию капюшона вот здесь вот в начале вязания будет убавка с наклоном вправо. Вязать ее точно так же, как на реглане, неудобно. Поэтому я вам покажу по-другому. Мы снимаем кромочную петлю, провязываем первую лицевой петлей, следующую петлю снимаем и переодеваем, чтобы первая стенка была спереди. Возвращаем провязанную петлю обратно на спицу и продеваем через нее следующую. Вот она у нас легла вправо, и вязать ее удобно. Потому что тем способом, который на реглане, вязать неудобно в начале вязания. Петля получается некрасивая, сильно крупная. Поэтому вот так я вам покажу еще раз. Петлю мы провязываем. Следующую снимаем, переодеваем первой стенкой вперед. Возвращаем провязанную. И эту продеваем через нее. Вот она у нас наклонилась вправо. В этом фрагменте я хочу вам заострить внимание на бусинах. На этой большой бусине покажу, как присоединить нить, чтобы полоски не были ступеньками. По спирали они ступеньками получаются. Мы будем вязать с соединительным столбиком. Как присоединить, чтобы прям совсем ровненько было. Отрываем нить, не делая соединительного столбика. Последний столбик без накида провязываем и отрываем нить. Берем нить другого цвета и соединительный столбик уже протаскиваем нитью другого цвета. Вот уже заметно, что крайняя петля ряда легла зелененькая. Вот. А белая ровненько. Ряд соединился. Здесь вы завяжете узелок, сделаете беленьким петлю подъема и будете дальше вязать белым. Ряд будет ровно зеленый. Еще, пока здесь открыто не довязана бусина, если вы используете бусину, а не наполнитель, старайтесь вставлять их дырочкой вверх. Сейчас поймете для чего. Вот теперь на этой маленькой бусинке я расскажу, как сделать шнурочек, завязку на пальто. Вот я довязала последний ряд белым цветом. 6 петель у меня осталось. Я соединительный столбик провязала и нить вывела наизнанку. Берем иглу с ниткой цвета как пальто. Где-то около метра эту нитку мы подготавливаем. Привязываем ниточки. Хвостики оставляйте достаточно и не жалейте, чтобы потом не мучиться. Привязываем ниточку, делаем узел. И теперь вот эти два кончика, чтобы они у нас не мешали, не торчали, вставляем их в иглу. Вот по одному. И бусина у нас дырочкой вверх вставлена в это вязание. Я через эту дырочку вывожу эти концы. На другую сторону. И там вы их потом коротко обрежете. Вот так. И все. Вот так вот у вас теперь готова ниточка для стягивания и шнурка. Эти обрезаем коротко, чтобы их не видно было из бусины. Все. Дальше мы подхватываем каждую из 6 петель за одну стеночку петли, за верхнюю, которую хорошо видно. Каждую петлю подхватываем иглой.
Вот так затягиваем. Вот так бусинка закрылась. И теперь, чтобы начать вязать шнурочек, завязку на пальто, мы всего лишь навсего с противоположной стороны делаем прокол иглой. Но вытаскиваем не полностью, а оставляем петлю. В нее вставляем крючок, затягиваем крепко и начинаем вязать цепочку нужной нам длины 15 сантиметров. Провязываем цепочку. Провязываем цепочку 15 сантиметров. Вытаскиваем нить. И вот эту нить оставьте нужной длины, чтобы потом этой же ниткой пришить шнурочек с бусиной к пальто. Сейчас я хочу вам показать, как присоединить капюшон к пальто. На капюшоне у нас нижние петли были боковыми, поэтому они у нас одна длинная петля на 2 ряда идут. А на горловине у нас обычные петли. Каждая петля в одну петлю закрыта. Поэтому у нас разное количество петель на капюшоне и на горловине. Чтобы его равномерно присоединить, вот я уже половину присоединила, видите, капюшон как слегка становится, ну как с припуском. Вот, я делю горловину пальто, считаю по петлям напополам. Это место, я знаю, у меня ориентир, чтобы шов капюшона был именно по центру. Посчитать идеально, через какое количество петель вязать по 2 петли невозможно, потому что оно на целое количество не делится. Придется вам распределить самим. У меня вот от середины до конца горловины у меня 32 петли по горловине, а по капюшону 23. Получается 9 лишних петель у нас на горловине. Поэтому 9 раз нужно провязать эти петли 2 через одну эту. Сейчас я вам покажу, вы поймете. Ой. Придется восстановить. Убежала моя петля. Вот. Провязываем вот одну такую большую, подхватываем. Здесь тоже одну. Провязываем столбиком без накида. Ниточки я подобрала в цвет ирис. Санкт-Петербург, по-моему, фабрика. Номеров цветов у них нет, поэтому нужно подбирать под цвет просто так визуально. Вот. А теперь я хочу одну из этих лишних петель убрать. Я беру, прокалываю одну здесь, провязываю столбик без накида. А теперь в эту же петлю на капюшоне, а на горловине в следующую. Таким образом у нас одна петля с горловины лишняя ушла. Распределить вам придется, как я уже говорила, самим. Где через 2, где через 3, где через 1. И еще вот хотела сказать момент. Вот эти вот петельки, которые возле шва у нас, они как бы зажаты в шов, они малюсенькие. Но вам все равно, вы возьмете маленький крючок с маленькой головкой, и вам все равно придется в них тоже провязать и их посчитать. Потому что если вы вот эти 2 петли пропустите, потом, когда привяжется капюшон, здесь получится некрасивая дырка. Поэтому их тоже старайтесь подхватить. И считайте их, не упускайте.
Вот и все, что я вам хотела сказать в этом фрагменте. Чтобы связать такой красивый бантик, я хочу вам показать набор петель. Он, конечно, в интернете есть, но я вам, чтобы все вместе было, покажу. Чтобы край был одинаковый у банта, смотрелся одинаково, вам нужно научиться набирать петли крючком на спицу. Делается это так. Берете ниточку, делаете узелочек, первую петлю, вот так. Берете спицу, прикладываете ее к крючку снизу, за вязанием, за этой петлей. И поворачиваете по часовой стрелке нитку, захватываете крючком и провязываете. Далее делаете точно так же. По часовой стрелке обворачиваете и провязываете. Обворачиваете и провязываете крючком петельку. Обворачиваете и провязываете. У вас получится вот такая косичка внизу набора петель. Крайнюю петлю вы просто одеваете обратно на спицу. Благодаря этому набору у вас получится одинаковый край у банта с обоих сторон. В этом фрагменте мы с вами поговорим о обуви нашего карапуза, о сапожках, которые вам так понравились. Сапожки получилось у меня связать так, что ни одной убавки на носке не видно. Они как будто целенькие все, никаких убавок не заметно. Как это сделать? Все вы знаете этот метод скрытых убавок. Ну, я вам покажу на всякий случай, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот на круговом вязании мы скрытую убавку делаем так: подхватываем одну дужку, вторую дужку второй петли, протаскиваем через них и провязываем столбик без накида. Это делается легко в круговом вязании. Я в мастер-классе написала, что вам придется помучиться с убавками на сапожки. Вот сейчас вы увидите, почему я решила вам это показать, чтобы вы поняли, что это не очень удобно и что вы не делаете никаких ошибок. Сапожек мы вяжем рядами туда и обратно. Вот такие у нас получаются полосочки по 2 ряда. Убавки мы делаем только на лицевом ряду. И вот петля лежит по-другому, она как загнута. Чтобы провязать точно так же, как и на круговом, подхватим одну дужку, вторую, и через них надо протянуть петлю. И вот это очень неудобно. Поэтому я так по очереди одну, потихонечку вторую, вот, и провязываю. Чтобы вы не боялись и понимали, что это не очень удобно, и вы не делаете ошибок. Я вам это показала. Еще я обещала показать пуговичку, вот эту, которой мы украшаем ботиночек. Она вяжется очень просто, маленькая. Мы делаем скользящую петлю, закрепляем, и под эту петлю вяжем 10 столбиков без накида. Вот мы их связали, затягиваем петлю. Под первую петлю вяжем соединительный столбик, отрезаем ниточку, ну так, с запасиком. Вот, вытягиваем с изнанки под эту же петлю, под которую вязали столбик соединительный, выводим с изнанки крючок и вытаскиваем ниточку на изнанку. Вот она получилась кругленькая, можно еще подтянуть дырочку. Вот, кругленькая. Как я вот эти вот ниточки сзади убираю? Я каждый хвостик
вставляю в иголочку. И иголочкой вот тут незаметно между петель протаскиваю одну ниточку в одну сторону, другую ниточку в другую сторону. И обрезаю. Тогда не видно никаких узлов, круглая пуговица с двух сторон. И вот такие маленькие пуговички, их нужно будет 4 штуки, по 2 на каждый сапожок, вы для красоты пришьете сбоку. Еще покажу вам большую пуговицу. Всем вам у Есении на пальто понравились эти пуговицы. На этом комплекте я решила их не делать, потому что там бусины обвязанные. Я решила не переусердствовать и много всего не лепить на это пальто. Но я вам покажу, раз уже речь зашла о пуговицах. Делаем петлю. Для большой пуговицы нам нужно делать не скользящую петлю, а связать 6 воздушных петель. Соединительным столбиком соединить начало с концом. И всю ниточку прокладываем по вязанию. И столбиками без накида мы обвязываем эту пуговичку, дырочку эту, сколько влезет. Вот сейчас у меня 4, 5, 6, 7, 8, ну 10, наверное, 9 и 10. Это еще на пуговицу не похоже, она с большой дырочкой. Мы продолжаем точно так же дальше по спирали, уже захватывая первый ряд, вязать такие же столбики, только петлю вытягивать повыше по кругу большими столбиками. Вот. Ниточка эта толще, чем у меня была у Есении на пальто. Не знаю почему. Фирма одна и та же, а серая нитка чуть-чуть толще идет. Дырка получилась больше. Ну, значит, нужно было 5 воздушных петель сделать. У меня на втором ряду у Есении, на втором ряду такого вязания, дырка вот эта средняя закрылась. И когда вы дойдете этими столбиками до места, где пошел второй ряд, вот так, она как бы соединится. Видно уже, что она сошлась. Точно так же соединительный столбик. Отрезаете и с изнанки вытаскиваете. Конечно, нужно, чтобы вот этой дыры посередине не было. Надо, значит, меньше столбиков без накида, воздушных петель меньше набрать, 5, когда начинаем вязать пуговицу. Вот такая большая пуговица. В фрагменте я вам расскажу, как делать убавки с помощью частичного вязания для того, чтобы связать скос на трусиках. Вот у меня уже есть готовый образец. Я вам покажу это на маленьком образце. Когда вы провяжете вот эту часть 5 сантиметров по вот этой схеме, которую я вам дала в мастер-классе, у меня это 14 рядов, в конце 14 ряда вот крайнюю арку вы провязываете, как положено, в боковые петельки. Вот. Но делайте не 3 воздушные петли, как по схеме, а 2. Делайте 2 воздушные петли, разворачиваете вязание, привязываетесь под арку и далее вяжете, как по схеме. Каждая арка 3 воздушные петли до конца ряда. Крайнюю арку вкалываете точно так же в боковую, столбик без накида провязываете и опять же делаете не 3, а 2 воздушные петли, разворачиваетесь и привязываетесь под арку. И далее до конца ряда опять вяжете по 3 воздушные петли под каждую арку.
Вот вы дошли до конца ряда. Под крайнюю арку делаете столбик без накида, провязываете. И все. Дальше вот те 2 воздушные петли, которые мы привязывались, вы их не трогаете. Больше туда ничего не провязываете. Опять же делаете 2 воздушные петли, поворачиваете вязание. Вот у вас начинается скос. Таким образом у вас будет в каждом ряду уходить по одной арке. Вот видно, мы привязались, видно, что пошел скос. Точно так же вяжете до конца ряда. Под каждую арку по 3 воздушные петли. И с этой стороны сейчас у вас тоже уйдет 1 арка. Вот под крайнюю арку вы сейчас делаете столбик без накида, провязываете. Все. 1 арка тоже ушла. Опять 2 воздушные петли, разворачиваетесь, привязываетесь. И так вы будете вязать скос. Вот видно, ушли. Тут 1 арка ушла и тут 1 арка. Так вы будете вязать, прикладывая к выкройке, которая у вас есть в мастер-классе. Будете прикладывать и вязать до вот этого момента. Когда вы дойдете до него, вам нужно связать 3-4 ряда прямого вязания. Опять же по вот этой схеме. Опять будете просто вязать по 3 воздушные петли сбоку и под нее в следующем ряду вязать столбик без накида. Так вы свяжете 3 ряда. И в конце 4-го ряда я вам покажу, как начинать прибавлять новые арки. Вот я после нашего убавления провязала несколько рядочков прямо. И теперь я вам расскажу, как прибавить петли, чтобы связать расширяющуюся часть наших трусиков. 3 воздушные петли под боковую арочку, как по схеме. Провязываем столбик без накида. Теперь мы делаем 3 петли подъема, 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание и провязываем столбик без накида не под арку, а в столбик без накида в основании этой цепочки. Вот так. У нас с вами получился вот такой вот дополнительный хвостик. Далее мы вяжем по 3 воздушные петли под каждую арку до конца ряда. Провязываем крайнюю арку под боковые столбиком без накида. Делаем 3 воздушные петли, поворачиваем вязание и провязываем в основании этой цепочки столбик без накида. Вот и с этой стороны у нас получился такой дополнительный хвостик. И дальше точно так же провязываем по 3 воздушные петли до конца ряда под каждую арку. Вяжем до конца ряда. Теперь мы делаем дополнительную арку под вот этот вот хвостик, который мы заранее в предыдущем ряду сделали. 3 воздушные петли, под него столбик без накида провязываем. И делаем то же самое. 3 воздушные петли, разворачиваем и провязываем в основании этой цепочки вот этот дополнительную арку. И точно так же вяжем до конца ряда. Теперь каждый ряд у вас будет добавляться по дополнительной арке, и вязание будет расходиться. Таким образом вы будете добавлять, пока по выкройке не дойдете до этого места. Вот так оно у вас будет расширяться. Довяжете до этого места.
И потом опять по основной схеме, ничего не добавляя, 3 боковые петли подъема, вяжете еще 5 сантиметров. Когда вы свяжете эти 5 сантиметров, вам нужно будет сделать вот такую вот планочку, как резиночку на трусиках. Она делается просто. Вы возьмете и будете вязать под каждую арку. У нас здесь 3 воздушных было петли, а вы будете под каждую арку вязать по 2 столбика без накида. Потом в наш столбик без накида 3. И так до конца ряда. По 2 столбика под каждую арку вместо 3. И в столбик без накида тоже провязываем. Вот. Так вы свяжете 2 ряда сюда и обратно. У вас получится вот этот ободочек на трусиках. По выкройке у нас попа шире переда. Она у нас у игрушки больше выпирает, чем пузика. Поэтому вот этих прибавок больше. Здесь у нас получилось 18 арок на 55 петель. Здесь мы должны расширить до 22 арок. Поэтому трусики получатся на попе пошире. Из-за того, что расширение больше, вот это место у нас будет больше. Когда мы сложим трусики, у нас получится вот такая красивая пройма. На попе побольше, спереди поменьше. Когда вы это все дело закончите, я вяжу плотно, у меня пройма получилась аккуратная, не растянутая. Я обвязывать не буду. Я здесь вот просто сошью бока и все. Если у кого-то получится слабая и растянута, вы можете привязаться вот сюда, обвязать дырочку и потом связать бочок. Тем самым вы немножко эту пройму стянете. И вот у вас получатся такие замечательные трусы, которые придумала моя мамуля. Потому что я ажурное вязание не очень люблю. И для моих карапузиков мама придумала такие трусики и научила меня.